Специально приведу пример по монастырю, в котором был один хозяйственный деятель, про которого один ясновидящий, просветленный, прозорливый старец сказал: он должен уже скоро умереть, потому что выполнил свою программу, но мы его можем оставить, если кто-то согласится умереть за него. Это я читал в «Житии святых» в свое время, когда собирался быть священником. И одна монашка вызвалась и говорит: если вы будете молиться за меня, чтобы я попала в рай, то я готова за него умереть. Ну, внешне выглядит, что за бред. Этот бегает нормальный, здоровый, это молодая, красивая. Какого хрена он будет умирать, когда, ну, вроде как прецедента нет. Когда это все произошло, и она взяла обязательство на себя, через 3 дня она умирает, а этот хоздеятель в этом монастыре прожил ровно столько, сколько должна была прожить еще эта монашка, 18-летняя, которая ушла из жизни вместо него. Я задал вопрос, почему так происходит, почему он должен уйти из жизни и почему можно делать такую рокировку. Я вам могу сказать, если бы этот хозяйственный деятель шел в развитии и перешел на следующий уровень мировоззрения, отношения с жизнью и законодательной базы, то ему бы не надо было умирать, и тогда бы этой монашке не надо было его компенсировать. Но если мы остаемся в тех энергиях, которые у нас есть, то есть мы не выходим в ребрендинг, если мы не вкручиваем экономные лампочки, то мы по-любому должны потратить вот эту энергию. Слышите, да? То есть, да, на переход мы все равно тратим энергию, но тогда судьба нам дает шанс, и мы выживаем. То есть у нас есть либо возможность перейти на следующий уровень, либо мы должны уничтожить кого-то, если мы остаемся на этом уровне, чтобы жить дальше. Ну, вы понимаете, почему тираны, правители действуют негативно. Но знаете, что их судьба всегда одинакова. Если бы хотя бы один из тиранов просто изучал историю, он бы обнаружил, что все заканчивают всегда одинаково. Поэтому лучше идти в прогресс, лучше жить и работать во благо тем, кто идет в развитие, а не жить в эгоизме относительно того, что ты делаешь для себя, тем самым сворачиваешься, саморазрушаешься, и чтобы выжить, начинаешь разрушать окружающий мир, и в этом саморазрушении протягиваешь совсем недолго. Поэтому настоящая любовь – это развитие, новизна, движение вперед и реализация. Настоящее счастье – это эмоциональная независимость от мнения и событий, которые у вас происходят в жизни, и благодарность за то, что вы можете, проходя через них, управлять окружающим миром через состояние наблюдателя.